Всем привет! Меня зовут Катя, я вас приглашаю к просмотру видео о моих покупках. Я готовлюсь к зиме. И вот это врата Минска. Я проживаю в городе Минске. Также мы находимся на железнодорожном вокзале. И вот эта вот легендарная пирамидка в нашем вокзале, то есть какая-то связь с масонами. Я нахожусь в торговом центре Галилео, а именно в магазине Love Republic. Обожаю этот магазин, здесь всегда очень эффектные вещи. И даже сейчас вот показываю на данный момент колготки Конте белорусских, тоже можно купить в Галилео, но на мне платье. А это то, что я буду примерять. И сейчас более подробно покажу вам, как выглядит платье. Это моя покупка в Love Republic, которая была сделана где-то месяц назад. Платье потрясающе носится, на мой взгляд, хорошо сидит по фигуре. И вот давайте непосредственно перейдем к примерочке. Первое платье, вот такое вот под кожу, это эко-кожа. В основном я примеряю размеры 44 или 42. Иногда, если хочется оверсайза, то 46. Но, естественно, платье должно быть по фигуре. И я 44 не нашла 42. И это платье село очень даже неплохо, мне очень оно нравится. Я просто как-то раньше не обращала внимания на такие платья, но они реально эффектно смотрятся, они будут смотреться и на празднике супер. Вот показываю, что на этикетке написано эко-кожа, стоит на данный момент 198 белорусских рублей 80 копеек, то есть вот такие вот скидки, 42 размер. Мне понравилось здесь и исполнение, и видите, вот так вот выглядит эко-кожа, как натуральная. Причем Love Republic уже давно отшивает вещи из эко-кожи, наверное, у них неплохие вещи именно из этого материала. Второе платье мне не так понравилось, оно какое-то вульгарное, мне кажется, оно на девушку более такую мелкую будет садиться, то есть совсем мелкая девушка должна быть такая худенькая. Ну не знаю, вот скажите ваше мнение, ну как-то я выгляжу каким-то переростком, оно очень короткое, я уже, конечно, такие мини не ношу. Вообще-то есть какие-то правила, насколько я знаю. Мне вот в данный момент 38, и мне кажется, уже в таком возрасте, вот, чтобы можно носить выше колена, но чтобы вот так вот сильно нет. Но все равно хочется посмотреть на себя со стороны, как это все будет выглядеть. Естественно, здесь должна быть другая обувь, другие колготки, наверное, просто черные какие-нибудь такие матовые колготки. Кстати, Конте, белорусские колготки я обожаю, и там есть матовые черные колготки. Это просто мне захотелось сегодня праздника, и я надела такие переливающиеся колготки. И вот показываю вблизи это платьишко. Это тоже эко-кожа, у них целая коллекция. Оно не на скидках, 239 белорусских рублей, это 44 размер. Вот по попе оно садится хорошо. По груди мне не очень нравится. Можно остановить видео, посмотреть более подробно описание этого платья. Но вот предыдущее платье, оно и эффектно смотрелось, и уместно. Это платье, это уже как-то вульгарно, на мой взгляд. Третья вещь, это платье-комбинация. Вот тянет меня на эту комбинацию, видите, прям затанцевала. На белье надела, по-моему, я взяла 46 размер. Но он мне большой. Просто мне казалось, раньше я примеряла это платье в черном цвете, и мне казалось, что 44 размер как-то вот, ну, хотелось более пространства. Но вот 46 все-таки большеват мне по груди. Вот показываю, что оно как-то не так сидит, как нужно. Снизу мне нравится, как оно сидит. Ну, цвет красивый, какой-то цвет шампанского. Вот решила также примерить это платье уже с пиджаком, в котором я пришла. Кстати, это пиджак Бершка, он оверсайзный, обожаю такие пиджаки, то есть, или правильно говорить, жакеты. Если женский пиджак, то жакет. И вот решила перемерить это платье, то есть я сняла лифчик и решила посмотреть, как так будет смотреться. Потому что я видела, когда отдыхала, что женщины носят без лифчика такие платья. Ну вот, вполне уместно. Также, то есть я сделала вывод, что мне нужен не 46-й, а 44-й все-таки размер у Love Republic. И вот взяла еще такое боди. Вот у них новогодняя коллекция, она вся
практически из эко-кожи. И меня, конечно, этот материал привлекает, он всегда делает образ более эффектным, более кричащим, более праздничным, каким-то таким более, когда хочется какой-то стервозности, вот можно надеть такое боди. Ну и вот я непосредственно его примерила. Вот теперь подробненько покажу платье, вот эту комбинацию. Давно хочу его, это вискоза. И стоит оно на скидках 144 белорусских рубля 20 копеек. На Wildberries вообще можно дешево купить в этой расцветке. Я уже смотрела на Wildberries, я всегда сравниваю цены. Некоторые вещи реально можно купить намного дешевле. И вот боди посмотрим подробнее из эко-кожи. Вот такая вот она. Также здесь все на кнопочках, но мне здесь кажется, что это боди, оно рассчитано на девушку более низкого роста. Не 1,74 м, не 1,70 м, а более низкую, потому что надо так натягивать сильно, чтобы вот эти кнопочки сошлись. Стоит боди 125 белорусских рублей, это у них новогодняя коллекция, разрекламированная. Очень неплохое боди, еще к нему лежали брюки, причем еще боди есть другой расцветки, такой коричневый. И, естественно, так как я мерзлящика, намерилась этих платьев и думаю, зачем мне платье, одену один раз, все, мне нужно пальто, что-то теплое, длинное. И, конечно же, я насмотрелась в Инстаграм, что у них скидки на верхнюю одежду, и помчалась сюда, поэтому я здесь. И вот, примеряю это пальто, мне оно очень нравится, оно в 44 размере, но вот когда я примеряла, мне казалось, что как-то оно на мне смотрится, как будто оно мне большое. Но вот потом присмотрелась, все-таки оно должно так лежать, и на девушке модели оно так лежит. 285 белорусских рублей 60 копеек, 44 размер стоит. Но это очень бюджетно для пальто, пусть и эко-кожа, но здесь такая качественная эко-кожа. У меня есть пальто из натуральной кожи, так оно мало отличается. А вот также я хотела примерить эту куртку, но она осталась в огромном размере. Я потом покажу, по-моему, 50-й. Очень мне понравилась эта куртка. Я вставлю картинку, как она выглядит на девушке. Постараюсь найти. И да, 50 размер, но он у меня очень большой, стоит очень бюджетно, 239 белорусских рублей 40 копеек. Но, к сожалению, все размеры разобрали, но мне нравится вот это именно куртка, пальто и внутри, и снаружи. Ну и также попался на глаза мне вот такой вот пиджачок в стиле Шанель. У меня есть видео, где я примеряла более такие светлые пиджаки, жакеты под Шанель. И вот нашла вот этот жакет в 44 размере. Здесь очень красивый такой уместный рисунок. Мне нравится, что здесь фурнитура, то есть пуговицы, они выполнены под серебро, под сталь, очень подходит. Вот даже сегодня у меня колье из стали под Тиффани, и смотрится очень красиво, хороший покрой. Эти жакеты, конечно, у них хороши. Love Republic, здесь добавление шерсти, 362 белорусских рубля, даже скидок нет, они продадутся и так, как и предыдущие жакеты Chanel. И вот я показываю, что здесь пуговица под Versace. Конечно, хотелось бы, чтобы тут узор другой был, не под Versace, это Versace, на мой взгляд. Вот 170 рост, 88, 96, то есть по груди 88, 96 по попе. И здесь вот описано, что из чего сделан этот пиджак. То есть здесь есть добавка шерсти, малый процент, но добавка шерсти есть. Но он смотрится удачно. Но все, я не успокоюсь с этим платьем комбинацией. Взяла все-таки 44 размер. Ну и вот 44 размер уже хорошо смотрится. Очень неплохо. Сразу уже примеряю без лифчика. И смотрится очень красиво. Я прям не ожидала. Вот. Хочется мне платье-комбинацию, чтобы и с пиджаком носить, и без пиджака. И вот показываю, что 144 белорусских рубля 20 копеек, 44 размер. Шито достаточно качественно, ткань приятная. Ну вот тянет меня на эту вещь. Также я все думаю, раздумываю над пальто. Уж очень оно мне понравилось. Опять решила примерить 44 размер. Их там разбирали как пирожки. Уже один 44 размер отложили. И вот вблизи вот так вот выглядит этикетка.
285 белорусских рублей 60 копеек, как я показывала. И мне, конечно же, эта пальтишко понравилась. Это я показываю, это 40 размер, я сейчас буду примерять 40 размер поменьше, поэтому и показываю. И вот так вот на мне выглядит для сравнения 44 размер. Вот я уже вышла, то есть из примерочной. У них, кстати, красиво оформлены примерочные, так в красном цвете, все эффектно. А вот это уже 40 размер, я сравню. Видите, рукава такие уже покороче и лежит 40 размера по фигуре. Но этот размер 40 взяла девушка пониже. И вот я уже сделала свои покупки и решила примерить еще из новой коллекции вот этот вот свитерок цвета фуксии. Уж очень он мне понравился. Этот свитерок. Сначала примеряю размер поменьше, 44 размер, но мне хочется больше объема. Также, видите, я обыграла еще брюками клеш, то есть взяла и думаю, и брюки примерю, и сумочку даже взяла, потому что в прошлый раз, когда я была в Love Republic, мне эти сумочки понравились, но я не знаю, что в них носить, только 2 помады поместятся. Ну, давайте посмотрим этот свитерок, это 44 размер. Сшито все качественно, мне очень нравится этот вырез, рукава, все выполнено идеально, на мой взгляд. Вот его уже хочется носить. 160 белорусских рублей, новая коллекция, напоминаю, поэтому недешево. И вот она, сумочка вблизи, тоже давайте ее посмотрим. Но для баловства сделать себе такой приятный подарок, почему не купить такую сумочку? Она стоит 81 белорусский рубль. Неплохая сумочка, такая игривая. Сразу захотелось сходить на балет, на оперу, положить сюда зеркальце, помадку, даже телефон не вместится. Но она милая, еще в белом цвете есть. И вот все-таки мне понравился этот вырез, и я взяла 46 размер, и мне показалось, что 46 как-то лучше лежит, когда я была в примерочной. Но сейчас при монтаже я вижу, что все-таки мне по фигуре не 46-44 размер, даже показываю брюки, очень удачные, кстати, но мне их некуда носить. Я такие брюки не люблю, мне в них неудобно жить, ощущать себя. Вот она, эмочка. Вблизи вот так выглядит, и тоже здесь исполнение прекрасное, вырез прекрасный. Показываю, что брюки внутри вот так вот профессионально сделаны. 44 размер брюк, 136 белорусских рублей. Ну и на этом мой шопинг-зыринг, иногда шопинг, если повезет, иногда зыринг, не закончился. Пошла в Мегатоп. И вот примеряю сапоги, очень они мне понравились. Сейчас модно такие вот грубые сапоги. А также решила померить, вот на одной ноге у меня высокий сапог, это осенняя коллекция, и на другой ноге тоже такой красивый, стильный сапожок, уже очень удачная коллекция в Мегатопе. Обратите внимание на этот магазин, то есть сеть магазинов, там очень бюджетная обувь, можно порадовать себя в любой момент жизни. А это уже другой заход в Мегатоп, и мне очень понравились вот эти белые сапоги, там тоже большой ассортимент белых вот таких вот именно ботиночек белых, и вот вблизи показываю, 209 белорусских рублей стоит, 40 размер, и причем эти сапожки, они из натуральной кожи с покрытием, а внутри натуральный мех, не просто так. Очень эффектный этот замок серебристый, обожаю серебряную именно фурнитуру, и вот показываю мех. Хоть обувь такая достаточно бюджетная для зимней, но хороша. И еще мне запали в душу, прям очень понравились эти хорошенькие ботиночки на зиму. У меня таких просто нет, они сделаны, я понимаю, под какой-то бренд, но они такие хорошенькие, такие миленькие. И вот эти цвета, и цвет кофе или капучино, и это сочетание белого меха. Ну, такие хорошенькие, но там не было моего размера, это 39 размер. 118 белорусских рублей 95 копеек, то есть очень бюджетно, бюджетнее, чем предыдущие. Вот 39 размер, полуботинки женские, натуральная кожа с покрытием и мех, ну, прекрасные сапожки, такие хорошенькие, миленькие. Все здесь есть, обувь, то есть с подкладкой шерстяного меха, полное описание. И даже вот у обуви Мегатоп прикрепляют натуральную кожу, кусочки, хороши.
Вот я приехала домой, и мои покупочки, которые стоят рядом с любимой совой, это, как вы поняли, покупочка из Love Republic. Сейчас узнаете, что это, но пакет большой, поэтому можете догадываться, что это. Также купила себе сапоги. Я в последнее время очень люблю высокие сапоги. И вот решила себя порадовать и купила в Мегатопе очень бюджетные, но супер классные сапоги. Сейчас все покажу, расскажу, примерю в домашней обстановке. Ну и вот оно, пальтишко, вот так вот выглядит. Я давно хотела что-то такое в стиле матрица, а тут еще вдобавок оно очень теплое. Даже на кассе, когда я рассчитывалась, девушка мне сказала, не та, что консультант, а другая покупательница, что вы не спаритесь в нем. Я говорю, я мерзлячка, поэтому я люблю, когда мне тепло, а это супер теплое пальто. Она говорит, у вас тогда железа мало. Я говорю, я знаю, что у меня пониженный гемоглобин и хожу к врачу. Начала советовать. Я говорю, ну, прежде чем прописывать железо, лучше, конечно же, пойти к врачу. Это мой вывод. Ну и давайте же подробненько посмотрим. Вот такие здесь рукавчики. Они такие длинные и пальто оверсайз. Я долго думала, какой размер взять, но взяла все-таки 44-й. Вот здесь вот все обозначено. Здесь моя камера дома должна фокусироваться. Вот эко-кожа написано у них. Я вообще за то, чтобы покупать из натуральной кожи. У меня есть куртка из натуральной кожи, но она с мехом и она не оверсайз. Ну вот попробую, что такое эко-кожа, посыплется она у меня или нет. И вот здесь подробно написано, что это 44 размер. Также изготовитель, вот он. И все подробно вы можете прочитать, что вас интересует. Почему я за ним поехала? Да потому что оно было на скидках. То есть, видите, 285 белорусских рублей 60 копеек. Это, можно сказать, копейки за такое тепленькое пальто в стиле матрица. Вот оно сделано как пальтишко. Давайте по всей длине пройдемся. Я тут передвигаюсь. Кармашки, все аккуратно сделано, поясок такой удлиненный, на конце вот такая штучка. Есть здесь какая-то ниточка, но ничего, обрежем. На другом конце тоже вот такая штучка. Очень аккуратное, красивое, длинное пальто. Давно хотела такое длинное. Ну и сейчас посмотрим, как оно на мне смотрится в домашней обстановке, как всегда. Ну вот так вот пальто выглядит, если надеть его просто на платье. Оно налезет и на любой жакет, на любую кофту. Я специально с этой целью и покупала это пальто, чтобы носить с вещами оверсайз. Я очень довольна, мне нравится сочетание даже этого пальто с этим колье из стали. Очень эффектно. Что-то меня в этом году подтянуло на кожу. Прям какой-то у меня уже интерес такой нездоровый. И вот я даже подкасала рукавчики, решила показать, как смотрится. Это удивительно, что 44 размер такой вот объемный. Но мне нравится этот стиль. Я очень люблю образы Ким Бессинджер в фильме «9,5 недель». Там у нее такое есть огромное пальто. И мне очень там любой образ ее нравится. И вот мы сейчас вернулись опять к этой одежде оверсайз. И вот я сняла поясочек. С поясочком мне больше нравится. Ну, можно носить и так. Вот так вот выглядит это пальто в расстегнутом виде. Ну, на мой взгляд, наверное, 44 размер, который я взяла, последний причем, другой был разобран, а 40-й прямо на глазах, девушка с парнем взяли. Ну, реально, цена очень такая приятная для такой прекрасной вещи. На мой взгляд, это пальто смотрится шикарно. И у меня не было такого вот длинного пальто. Решила также примерить со своей любимой сумочкой Нурсаж из питона натурального, да, были времена, такая сумка, но она вот вечная. Это вот удачное вложение, то, что она на любые времена подойдет. И вот с этим пальто удачно смотрится. Вот готовлюсь, может быть, куплю билетики на оперу и пойду в этом пальто.
Также посмотрим этикеточку, прикрепленную к пальто. Кстати, на самой этикетке на бумажке написано 164 рост, а вот здесь написано 170 рост, поэтому я вот этому больше доверяю. Я как раз и хотела, чтобы был 1,70 м, потому что я девушка 1,74 м. И за это я люблю Love Republic, что они шьют очень много одежды на таких девушек. И вот, внимание, эта одежда может линять и пачкать другие, более светлые предметы одежды или их поверхности, поэтому вешать надо не со светлыми вещами. И также какой же состав? Если заглянуть в состав, то внешний слой 100% полиуретан, внутренний слой 100% полиэстер, подкладка 100% полиэстер. Очень тяжело читать такие этикетки и при этом фокусироваться. Ну вот оно. Такое пальтишко. Я очень довольна покупкой. Давно хотела что-то такое теплое. Вот он сам магазин. Обожаю этот магазин. Одеваю там и детей, и сама в последнее время. Как-то раньше я его не жаловала, а сейчас, вот особенно вот эта вот коллекция осенне-зимняя, это нечто. Мне там все сапоги нравятся. Вот так вот выглядит сама коробочка. Вот. Olive Natural и сами сапожки. Очень красивые. Я скажу сейчас стоимость этих сапог. 213 белорусских рублей 99 копеек. И я считаю, что это достаточно дешево за такие прелестные сапожки. Давайте их посмотрим. Вот такая вот подошва, на ней удобно ходить. У меня, да, 40 размер. Также сзади вот такой замочек, какая-то украшалочка, фурнитура. Также они всегда прикрепляют кожу, все как положено. Вот. И этикетка 40 размер. Вот такой сапог. Я очень довольна этими сапогами. Они и удобные, и высокие. Сейчас расстегну, покажу. Они демисезонные, как вы видите, не зимние я купила, но я насматривала и зимний вариант. Уж очень мне понравилась их коллекция. И осенняя, и зимняя, даже повторюсь. И удобный каблук бегать. И почему я купила себе очередные длинные сапоги? Это, наверное, у меня уже 4-е по счету. Одни у меня тряпичные, но они у меня с ноги как-то слазят. Потом у меня есть зимние, одна пара, но они такие сугубо зимние, на манной каше, то есть на такой желтой подошве. И есть еще сапоги кожаные, но они такие расширенные, а эти что-то среднее. То есть они и не сильно облегающие, и в то же время такие поножки. То есть и на каждый день, то есть и в пир, и в люди. Я люблю такие сапоги. Вот что написано на коробочке. То, что это осень 2022, черный цвет. И я купила со скидочкой, так как у меня есть скидочная карточка. Девчонки, самое главное не сказала, что это сапоги женские, материал натуральная кожа с покрытием, а материал подкладки это текстиль утепленный. Поэтому это очень бюджетно, 213 белорусских рублей за натуральную кожу, да еще и с покрытием. Ну, посмотрим сапожки более подробно на мне дома. Вот я специально даже надела платье такое покороче, здесь такой немножко большеватый вырез. И вот так вот смотрятся эти сапожки, не вульгарно, на мой взгляд. То есть они и не сильно облегают, и в то же время и не сильно широкие. Вот так вот они выглядят со всех сторон. То есть здесь все в них, на мой взгляд, сошлось. Вот для меня это идеальные высокие сапоги. В данном случае это осенние. Они идеально смотрятся. Может быть, хотелось бы немножко более большого облегания в области колен, но зато удобно ходить, можно в них и бегать куда угодно. То есть, как я люблю тоже, вот у меня выражение в пир и в мир, люблю такие вещи универсальные, чтобы всегда можно было выглядеть достойно, и цена небольшая, и выглядят они уместно и так вот культурно. Еще хочу поделиться одной очень хорошей универсальной покупкой. Это вот такая вот шапочка Фила. Да, я пытаюсь быть в тренде.
Я покупала эту шапочку. У нас есть такая сеть магазинов Спортмастер. Кстати, отличная сеть магазинов. Там можно купить много чего со скидкой. И вот эта шапочка стоила 49 белорусских рублей. Один размер, то есть обхват головы 57 написано. Но мне кажется, она немножечко шире. Здесь оставшиеся 3% полиэстер, 31% акрил и 6% шерсть. Да, даже есть шерсть, сделана в Китае. А уполномоченное изготовительное лицо — это ООО «Спортмастер Россия». Мне очень нравится цвет. Одна шапочка у меня уже покрылась катышками от H&M, она мне очень нравилась, но вот решила попробовать Филу, будет ли она покрываться катышками. Кстати, я ее уже давновато купила, это не сегодняшняя покупочка, это я опомнилась где-то в 12 ночи, решила вам показать, то есть забыла совсем. Очень мне нравится этот цвет, он универсальный такой. У меня есть вот такой вот шарф с котиками. Он китайский, но здесь написано, что здесь шерсть 25% и вискоза 75%. Поэтому они неплохо сочетаются, хотя это более такой спортстайл. У меня есть белый пуховик, вот буду с белым пуховиком носить. Естественно, не с этим черным пальто Версайса. Кстати, муж недавно приехал, он сказал, что странная сейчас мода, и как-то он это мое пальто не заценил, но цена низкая, поэтому ничего страшного. Главное, что мне нравится, мне очень нравится. Единственное, конечно, 40 размер на мне лежал более так по фигуре. Ну, все-таки я уже проверила, что все-таки 44 мой размер, и посмотрела в интернете, как выглядит эта куртка на модели. Она выглядит как на мне. Конечно, она расширяет это пальто, расширяет плечи, но неплохо. Ну вот тоже шапочка мне очень нравится, с удовольствием ее ношу. Сейчас вам примерю. Я тут уже собралась спать и опомнилась. Вот так вот выгляжу я в этой шапочке. Ну, она куда угодно. Вот люблю такие шапки. Она теплая, я мерзлячка, повторяю уже который раз. И она меня греет. Очень неудобно себя ощущать, и этот цвет подойдет ко всему. А вот и я, довольная своими покупками, как никогда. Вот меня в последнее время так тянет на эко-кожу, что я даже не могу сдержаться. Как-то раньше, когда я была брюнеткой, меня не тянуло так на кожу. А когда стала блондинкой, да еще светлой блондинкой, просто стала какой-то поклонницей, не знаю почему. Ну, мне также будет очень интересно ваше мнение насчет моих сапожек из натуральной кожи, а также насчет моего пальтишка из эко-кожи. Вообще, как все смотрится на мне будет очень интересно встретиться с вами в комментариях, а также на что вас тянет в одежде и обуви в последнее время. Пока-пока, увидимся в следующих видео, уже скучаю!